Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, вы знаете, что мусор и деньги очень тесно связаны между собой, поэтому сегодня давайте с вами поговорим о том, что делать, если у вас деньги уходят из дома, из вашей жизни, из вашего кошелька, на какие моменты в доме, связанные с мусором, вам стоит обратить внимание. Давайте далее, друзья, все более подробно будем говорить. Вы знаете, каждый дом — это особенное место, и важно следить за тем, чтобы в нем был уют, комфорт, присутствовало счастье и добро, и тогда и жизни всех членов семьи будут складываться благоприятно, а энергетика будет становиться более сильной день изо дня. Будут открываться новые возможности, самые сильные и нужные энергии будут приходить по вашему желанию. Ну а для того, чтобы дом был таковым, стоит прикладывать немало усилий, но получившийся результат однозначно будет только радовать вас. Воодушевлять и делать так, чтобы улыбка не сходила с лица. Вернувшись откуда-либо в свой дом, независимо от того, это был приятный отдых, посещение близких людей, прогулка по парку или же трудный рабочий день, или неприятный поход в магазин, неблагоприятная поездка в транспорте, вы должны обязательно ощущать спокойствие, понимать, что в нем лучше, даже если где-то было хорошо, или же то, что в нем вы способны укрыться от любых трудностей, проблем и ненужных эмоций. Дом ваш должен вызывать только положительные эмоции, окутывать теплом, лаской. Это ощущение можно сравнить с тем, когда на улице идет дождь и холодно, а вам не нужно никуда идти, или же вы пришли раньше, чем рассчитывали, приняли горячий душ, закутались в теплое одеяло или же плед, включили любимую музыку, фильм, возможно, книгу, заварили чашку чая или же налили бокал вина. И каждый из вас сейчас, ощутив то, о чем я говорю, сможет понять, какое эмоциональное чувство я описываю. В таком доме живущая семья также будет счастлива. Между членами семьи всегда будет царить любовь, взаимопонимание, уважение. Они всегда будут готовы прийти на взаимопомощь друг к другу, подставить плечо, когда это нужно, и порадоваться, когда у другого все будет получаться. Даже больше, чем за самого себя. В такой семье не будет каждый сам за себя, а будут друг за друга. У людей, живущих в доме со светлой, сильной энергетикой, будет ладиться во всех сферах их жизни. Все, за что они будут браться, с легкостью у них будет получаться. Они смогут добиваться успеха во всех своих делах, воплощать идеи, желания в жизнь, а денежная энергия будет вокруг них приумножаться и открывать новые возможности, которые будут вызывать только радостные эмоции, приумножая все то, что уже имеется в таком доме и в такой семье, делая связь более крепкой. А вот в дом с плохой энергетикой, наоборот, не будет желания возвращаться, его будут хотеться покинуть как можно быстрее. Когда люди, живущие в таком доме, будут куда-то уезжать, у них наоборот будет улучшаться настроение, общее самочувствие. В таком доме не будет возможности хорошо отдохнуть, так как постоянно что-то нехорошее будет одолевать со стороны. Могут быть кошмарные сны или же бессонница, и вовсе могут быть и проблемы со здоровьем, ночные страхи, нехватка воздуха, ощущение того, что рядом постоянно кто-то или что-то есть, и что это отбирает жизненные силы, сбивает с истинного пути. Биополе будет постоянно становиться слабее, не будет энергетических сил противостоять злу, которое может прийти в жизнь живущих в таком доме со стороны недоброжелателей или же их собственных неправильных действий, которыми по незнанию можно притянуть как потоки негативных энергий, так и злые сущности. А это уже будут, ко всему прочему, еще и неприятные ситуации создавать на каждом следующем жизненном шагу. А живущая в таком доме семья будет недружной. Между самыми родными людьми часто будут происходить ссоры, скандалы, недопонимания, которые будут перерастать в то, что люди начнут больше и больше отдаляться друг от друга. У них не будет желания сохранять семью или же что-то делать для того, чтобы все наладилось. Также проблемы будут сопровождать и в разных сферах. Дети будут плохо учиться, не смогут находить общий язык со своими сверстниками, будут без удовольствия ходить в школу. У старших членов семьи будут постоянные проблемы на работе. С сотрудниками они не смогут быстро продвигаться и по карьерной лестнице, а порой и вовсе
двигаете, подолгу будут сидеть на одном месте. Неудачи, неприятности будут спутниками, а плохое и подавленное настроение очень редко будут сменяться противоположным. Негативные события и эмоции станут привычным делом. Тот, кто на данном этапе находится без пары, не сможет ее найти, так как большинство людей будут на подсознательном уровне стараться избегать данного человека, считая, что человек с положительной энергией будет антиподом для человека с негативной энергией. Поэтому, чтобы все было хорошо, жизнь била прекрасным ключом, нужно содержать жилье в полном порядке, при этом как энергетически, так и физически. Не стоит разбрасывать и вещи по дому, не используйте битую, поломанную ржавую посуду, поломанные ножи и вилки. Вовремя меняйте скатерти, мойте зеркала, окна. Старайтесь много внимания уделять ванной комнате и туалету, чтобы не было плесени, потеков, ржавчины, сколов на плитке и так далее, и так далее. А также следите за состоянием вашего веника, чистотой скатерти, постельного белья, штор. Не допускайте, чтобы опадали обои, штукатурка. Не забывайте внимание уделять потолку, входной двери, а также энергетически проводить чистки, наполнять дом различными оберегами, талисманами, которые будут вам помогать в этом. И не забывайте задабривать домового и добрых духов. Избавляйтесь с их помощью от сущностей и зла, которые могут попадать в дом из-за недобрых мыслей, завистливых и злых людей. Постоянно нужно изучать что-то новое, вводить это в свой быт и использовать себе и своей семье во благо. Не стоит в доме ругаться, кричать, выяснять отношения. Это вообще способно притянуть результат в любые отношения с людьми, независимо от того, это семья, друзья или даже просто знакомые. Соблюдая все эти правила, мы часто мало внимания уделяем мусору, так как считаем, что это не основное и что если его вовремя выносить, то и переживать, как говорится, не о чем. Это, конечно, безусловно так, но о мусоре стоит знать и то, что это своеобразный символ вашего дома, что если вы наполняете его продуктами, которые вовремя не съедаете, кусочками хлеба, то вместе с ним из дома и благополучие выносите. Чтобы такого не происходило, все, что возможно есть, не должно попадать в мусорное ведро. Остатки еды нужно отдавать животным, так как таким простым решением данной проблемы вы и доброе дело совершаете, и то, что вам мешает, из дома выносите. Но старайтесь такого не делать, чтобы продукты в вашем доме не портились, ведь это не только нерациональное их использование, но и проявление неуважения, которое может стоить вам достатка. Если у вас продукты испортились, проговорите про себя такие слова: ошибку допустила, продукты сгноила, это больше не повторю, достаток сохраню, за данное действие прощения прошу. Так вы нейтрализуете негатив от возникшего события. Когда-то мусор и вовсе не выносили, все лишнее сжигали, так как в мусор попадают различные нитки, которыми вы что-то можете пришивать или зашивать. Волосы, которые вы вычесываете, они падают на пол и на ковер, а во время уборки вы их собираете и выбрасываете в него. Ногти, которые остриг кто-то из членов семьи, или же вы остригли своему ребенку. Крошки, которые падают на пол во время еды. Ведь они знали, что если что-то из такого попадает в руки к злому человеку, он может на них наслать порчу, проклятие. И чтобы этого избежать, они просто кардинально уничтожали мусор. Сейчас, конечно же, никто этого не делает и не сжигает мусор, но нужно правильно избавляться от мусора, чтобы не пришлось жалеть о том, что вы не прислушивались к советам наших предков, ведь причиненные неудобства, негатив могут быть неисправимыми, или же пока вы будете с ними разбираться, вы тем самым лишитесь жизненных сил. Ни в коем случае нельзя выносить мусор в ночное время суток и даже после захода солнца, так как все, что находится в вашем доме, связано с его энергетикой и членами семьи. Ведь что-то туда не положили, к чему-то из того, что туда попало, прикасались. Негатив, который притянется к этому мусору, переплетется с их энергиями и будет передаваться им и оказывать влияние на поступление энергии. Для хороших доступ будет перекрыт, а вот негативные будут притягивать
накапливаться в большем и ненужном количестве. Если кто-то что-то достанет из вашего мусора, ну, например, люди с тяжелой судьбой, которые могут в нем рыться, или же те, кто сделает это специально, чтобы навредить, они смогут у вас даже отобрать здоровье или то, чему им больше всего не хватает в жизни, а скорее всего это будет ваша стабильность и ваша успешность. Особенно могут пострадать от такого действия люди, которые могут позволить себе часто менять одежду. По незнанию, выносящие это на мусор, как бы с лучшими пожеланиями, что, возможно, кому-то пригодится. Но это не будет так работать, так как связь их с этими вещами будет не разорвана. Нужно изначально ее разрывать, а только затем выносить такие вещи на мусор. И ни в коем случае не в темное время дня. А вообще не стоит даже тем, кто может себе финансово это позволить, накупать столько вещей, чтобы потом не знать, куда их девать и разбрасываться ими. Ведь в таком случае со временем такой человек может остаться без денег, ведь денежная энергия, ощущая, что этот человек не умеет нерационально распоряжаться, уйдет, посчитав, что он ее недостоин. Наше отношение к мусору показывает напрямую отношение к дому. Если мы все делаем правильно, значит мы и дом уважаем, значит мы стараемся сохранить его особенную энергетику и никоим образом ее не нарушить. Если же мы относимся к мусору с отвращением, не соблюдаем правила, не выносим его подолгу, если выставляем мусор в пакетах за двери и на всеобщее обозрение и без страха, что кто-то из него может что-то взять, для того, чтобы энергетику жилья нарушить, значит и не стоит ожидать того, что дом будет окружен комфортом, а также помогать биополю восстанавливаться. Что еще хуже, это когда люди порой выбрасывают мусор из окон. Таким действием они привлекают в дом разрушительные энергии, которые с помощью стекол, в которых отображается данное действие, приумножаются и тем самым за очень короткий промежуток времени разрушают все то, что есть в таком доме. И энергетика в нем становится настолько тяжелой, что, как мы уже и говорили, приведет к тому, что из него будет хотеться побыстрее выйти. Не должно ведро с мусором и находиться возле крана или под моечной раковиной, особенно на кухне, так как вода будет приумножать только этот негатив, который в этом ведре находится, и энергия счастья перестанет из-за этого поступать в ваш дом. Грусть же, наоборот, начнет его наполнять, из-за чего постоянно будет желание плакать, а у того, кто имеет самое слабое биополе, возникнет депрессия. Не должно оно находиться и по центру кухни, возле стола, так как такой опрометчивый поступок не только выглядит со стороны очень некрасиво, но и способен перекрыть важный энергетический канал, который отвечает за стабильность и достаток данного дома. Деньги то и дело будут покидать такой дом, и даже если те, кто в нем живут, будут подолгу и много работать, ситуацию это никак не изменит. Если выкидывать мусор в воскресенье во второй половине дня, то из такого дома уйдет семейное счастье, придут недомолвки и измены. Нет ничего хорошего и в том, если ребенок будет играть на кухне, где стоит полное мусорное ведро, так как это разрушит его биополе, может сделать его пугливым и растерянным. Если вы будете выбрасывать в ведро мелочь, посчитав ее ненужной, или же, например, надорванную купюру, разорванную, даже самого маленького номинала, деньги уйдут из такого дома. Выбрасывая в мусор косметику, вы лишитесь достатка, поэтому обдумывайте перед тем, как что-то выбросить, возможно ли с этим предметом, вещью или же продуктами что-то сделать. Если да, сделать, если категорически нет, только после этого выбрасывать. Это поможет уберечься от денежных проблем. Когда выбрасываете мусор, в пакет кидайте щепоточку соли и при этом проговаривайте обязательно такие слова. Энергии всех членов семьи и жилья в целостности остаются, из дома не пропадают и проблемы никому не причиняют. Деньги также из него не утекают, только ненужные отходы покидают. Так вы разорвете связь мусора со всеми и всем, чтобы он не смог негативно влиять, передавая ненужные энергии с мусорного контейнера. Мусорный
Мусорное ведро также должно быть в чистоте, так как если оно не таковое, это очень плохо, и даже если вы выносите мусор, оно все так же будет продолжать оказывать негативное воздействие на дом и семью, живущую в нем. Отбирая потоки сильных энергий, денежная энергия не будет тому исключением. После каждого раза, когда вы выносите мусор, следите за тем, чтобы промыть ведро обязательно соляным раствором, а затем ополоснуть его под проточной водой. Если не получается по каким-то причинам делать это каждый день, делайте хотя бы раз в 3 дня, чтобы негатив не скапливался. Мусор и жизнедеятельность людей неразрывны, но нужно научиться делать так, чтобы это стало просто обыденным делом, но ни в коем случае не оказывало ненужный вред, способный что-то отобрать или, что еще хуже, разрушить. Следите за тем, чтобы что вы в него выбрасываете, и никогда вы тогда не будете знать денежных проблем. Если они присутствуют, стоит проанализировать, что же находится в вашем мусорном ведре, что вы сделали не так и почему деньги, благополучие, достаток покинули ваш дом. Обращайтесь правильно с мусором, прислушивайтесь к советам и ни о чем не переживайте, и ваша жизнь действительно будет такой, как вы того и мечтаете и хотите. С вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.